Всем привет! Вы на канале Hinode Japan. Сегодня мы отправляемся в небольшое путешествие по Японии, в префектуру Сизуока, которая знаменита свежими морепродуктами и богатой природой. Поэтому я собираюсь рассказать, какие интересные блюда мне удалось отведать, что больше всего понравилось и чем удивила и порадовала местная кухня. Помимо этого я поделюсь опытом посещения японского отеля с невероятным видом на море, искупаюсь в горячем источнике и сделаю обзор на комнату, в которой остановился. Также вы увидите потрясающие виды природы Японии и в очередной раз убедитесь, насколько же это прекрасная и удивительная страна. Всем приятного просмотра, мы начинаем. В Японии началась золотая неделя, Golden Week, неделя праздников, когда все люди отдыхают, не работают. Многие из них проводят время дома, с семьей, многие гуляют просто по паркам, ну и большинство едут в путешествия по всей стране. Ну и по такому случаю мы тоже решили отправиться в небольшое путешествие в префектуру Сизуока, город Изу. Заранее забронировали номер в гостинице с прекрасным видом на море. Когда доберемся до места, покажу вам. Сделаю небольшой обзор комнаты самой, ну и покажу интересные виды в данном месте. Ехать до гостиницы примерно 3 часа по хайвею, где-то 200 километров. Поэтому выгоняем машины с парковки, загружаемся и отправляемся в путешествие. Выехав из дома, мы сразу заехали на хайвей. Много людей едут в путешествия, поэтому, видите, даже хайвей забит немножко. Не везде, конечно, но есть такие места, где образуются пробки. Поэтому сначала, в принципе, ехали нормально. Но вот сейчас попали в такую небольшую пробку. Едем 20 км в час. Еще минут 10 так ехать, и потом дорога станет почище, и можно будет опять разогнаться. Утром рано встали, даже не успели позавтракать. Поэтому по пути заехали в магазинчик купить что-нибудь на завтрак. Тут уже есть такой готовый кофе в стаканчиках. Наверное, возьмем такой Starbucks, кафе-латте. Вот мы наконец-то позавтракали. Теперь полны сил продолжить движение дальше. Остается нам ехать где-то 130 километров. Пробка, которая была до этого, уже расчистилась, поэтому ехать будет не так уже сложно. Где-то через пару десятков километров откроется вид на море, и где-то 30-40 километров будем ехать вдоль моря. Поэтому мы продолжаем движение. У нас пробка. Ну, это всегда так получается на Новый год, вот на этот Golden Week в мае, также на большой праздник Убон, который в августе. То есть вот в эти дни с дороги больше всего загружены, потому что много людей, особенно из больших городов, они едут в путешествия. Ну, еще получается то, что много машин то с правой, то с левой стороны выезжают на главную дорогу. И так как количество машин, да, их очень много, поэтому пока каждый перестроится, из-за этого образуется пробка.
Заливаю я бензин премиум, он называется Хайок по-японски. Самый лучший бензин в Японии. Ну и самый дорогой получается. На этой заправке литр Хайока стоит 175 йен. Залили 28 литров на 5000 йен. Остановились на небольшой стоянке посреди хайвея. Сходить в туалет, купить попить что-нибудь. Такие стоянки расположены в многих местах на хайвеях для того, чтобы водители могли немножко отдохнуть после дороги, сходить в туалет, расслабиться и уже продолжить движение дальше. Мы сейчас тоже немножко передохнем и отправимся дальше. Теперь наша дорога ведет в гору. Смотрите, как красиво все зеленое. Дорога извилистая, постоянно то право, налево, поворотов очень много. Поэтому едем осторожно. Не знаю, уже минут 10 мы поднимаемся в гору. Скорее всего, потом будет на спуск дорога. Принесли рамен. Сейчас обедаем и едем дальше. Остается нам еще километров 30. Очень голодный человек. Съел свою порцию и говорит: давай твою тоже доем. Нанде он не пойтабереру. 胃が大きいから。Мы уже находимся в городе Идзу. Остается нам совсем чуть-чуть. Сейчас проезжаем этот город и уже выезжаем. Прямой путь к гостинице. Ну и вот мы наконец-то добрались до отеля. Время 3 часа. Довольно долго ехали. Сейчас регистрируемся и идем в комнату. Ну, в общем, добрались мы до места. Дорога была довольно долгая, длинная. Очень много было пробок. Затем стали подниматься в гору. Дорога была извилистая. То подъем, то спуск, опять пробки. В общем, очень долго ехали, чем планировали. Но в целом, слава богу, добрались.
все нормально, заселились. Ну и так как мы находимся уже в комнате, давайте я сделаю небольшой такой рум-тур, покажу, что есть интересного, что из себя вообще представляет комната в японской гостинице. Комната наша находится на 3-м этаже, номер комнаты 305. Ну и на входе у нас сразу панель управления кондиционером. Выглядит немножечко старенько, но в целом все работает, все нормально. Здесь есть пульт вот такой вот от вентилятора. Сразу же, когда заходим внутрь, видим, что наверху у нас крутится вентилятор. Можем регулировать скорость. Интересно сделаны, видите, балки деревянные, в середине расположены. Такие вот окошечки маленькие тоже в деревянных рамках. Кровать. Здесь мы уже взяли юкаты, чтобы перемещаться по гостинице. Позже наденем их. А вообще на ресепшене сказали, что не обязательно их надевать. Можно и в своей одежде, в принципе, ходить. Здесь небольшой шкафчик с вешалками. Что здесь у нас еще есть? Даже туалетную бумагу положили. Интересно, фонарик. Да, в каждой гостинице есть фонарик, чтобы в случае землетрясения либо наводнения какого-то выручил в нужный момент. Носки, которые называются таби по-японски. Видите, специально для японской обуви, гетто. Вот, ну здесь это пижама. Гели всякие для рук. Спреи, чтобы сбить запах с одежды. Здесь, видите, такой вот небольшой переход. Здесь начинается татами. Черные татами первый раз вижу. Обычно зеленого цвета. В таком темном цвете сделаны. Интересно. Немножко шахматы напоминает. И обои тоже. Как будто шахматная доска. Стаканчики у нас есть. Для чая, для кофе. Есть кофемашина. Можно заварить. Обязательно инструкция. Как заваривать кофе. Чайник. Открывашка. Ё-моё, открывашка какая-то вообще покоцанная. Чай, сахар. Сейф. Обязательно сейф поставили. Ключ, кстати, там вместе с основным ключом. На случай, если придется хранить драгоценности. Либо наличку. Телевизор. Его включили. Вот все новости про Golden Week. Показывает, что видите, сколько народу. Ну, сейчас, да, на многих каналах только это и показывают. Столик у нас здесь есть. Салфетки. Написано, что нельзя курить. Кстати, сам отель называется Одзуэ но Токи. Интересное название. Здесь есть смысл, мы так сейчас вот подумали. Здесь, видите, картинка заката. В общем, смотрите, Одзуэ это когда ты находишься в такой вот позе. Токи это значит то, что время. Времяпровождение в такой вот позе. Приложив руку к лицу и наблюдаешь за чем-то. И так как вид из номера открывается на море, и я думаю, самая основная причина, почему многие сюда приезжают, чтобы понаблюдать, насладиться закатом из номера отеля. Вот здесь у нас такая небольшая комнатка. Комнатка для переодевания, где можно подготовиться к принятию ванны. Различные шампуни, гели для душа, расчески, зубная паста, полотенчики тоже красивые белые. Даже есть такая вот роба белая, красивая. Потом обязательно надену. Ну и вот, соответственно, из-за чего мы остановились на выборе. Это гостиница. Это сам вид. Вид шикарный просто. Здесь у нас горячий источник, так называемый онсен. Постоянно льется горячая вода, поэтому температура она всегда одинаковая. То есть у нас такой столик есть.
И стульчик, можно присесть. Есть душ. Прямо здесь можно помыться, искупаться. Кстати, перед тем, как принимать ванну, входить в онсен, необходимо обязательно искупаться, ополоснуться, чтобы уже, когда заходишь в онсен, уже ты был чистый. Это правило посещения онсена. Ну и сама комната. В принципе, одна комната такая небольшая. Ну, этого достаточно на 2 человек. Сейчас уже время где-то 4 часа. Мы уже расположились, разобрали все вещи. В нашу бронь входит ужин и завтрак. Ужин у нас с 6 часов. У нас еще есть 2 часа времени, поэтому планируем, может быть, на улицу сходим прогуляться рядышком с отелем. Либо просто в комнате посидим, отдохнем. Можно искупаться в онсене. В принципе, заняться есть чем. Поэтому начинаем потихонечку отдыхать. Увидимся попозже. В общем, погуляли мы чуть-чуть. В самом деле место очень хорошее, красивое, поэтому довольны прогулкой. Время уже близится к 6 часам. Нам потихоньку пора возвращаться в отель. И в 6 часов у нас начинается ужин. Нам принесли такое меню. Меню уже было заранее заказано, поэтому выбирать мы не можем. Сегодня будет подано 6 блюд. Все, начинаем нашу трапезу. Кампай. Морской салат. Здесь у нас получается помидоры, креветки, соус, кальмары. Маме. Вообще в отелях, как правило, ужин начинается с 6, как сегодня у нас. Еще бывает с 7. Ну, в зависимости от гостей. Вот, допустим, где я работал, в те дни, когда было очень много гостей, делили на 3 времени. Первое это 5:30, 17:30, далее 6 часов и 19:30 было, 7:30. Соответственно, всех гостей, все группы гостей нужно было распределить, потому что если большое количество людей придет в одно и то же время, просто нереально будет обслуживать. Так, для супа, наверное, вот такая большая ложка нужна. Попробуем. На самом деле порции, конечно, небольшие, так как будет подано 6 блюд. В принципе, по чуть-чуть можно наесться. Конечно же, после супа у нас идет рыба. Рыба с овощами и с грибами. Рыба называется харей по-японски. Это камбала. Так, овощи, в принципе, вкусные. Пробуем теперь саму рыбу. Очень мягкая. Просто тает во рту. Цветай. И вот. Как удачно. Кауじゃない。手だよ。ダメだ、今の可愛くなかったからカット。Стесняется человек показываться на камеру. Говорит, я сейчас некрасивая. Попозже. Ну вот, наконец-то подъехало наше главное блюдо. Это говядина
А сочетание соуса очень интересное. Это мед и красное вино. Это мы сейчас будем пробовать. Мясо получается средняя прожарка. А соус, да, чувствуется. Мед. Сладкий очень. Называется асарино ризотто. Здесь я вижу рис, моллюски и сверху посыпанное сыром. Ну, выглядит довольно аппетитно. Попробуем. Кстати, тарелка горячая. Ожидаем последнее блюдо. Десерт. Сумасай. Атэмас. Обычно овощебори. Ну, вообще овощебори предназначены чтобы вытирать руки. Люди в пожилом возрасте, детки, они когда приходят с улицы куда-то, они вытирают лицо. Вот. Ну, я не знаю, ну для меня как бы тоже нормально. Почему бы и нет? Если с жары пришел, да, как бы пот на лице можно протереть. Но когда я это делаю, мне сразу говорят: ты чё, как дед старый, лицо свое вытираешь. У нас подъехал десерт. Вот получается такой красивый. По бокам как будто радуга. Не знаю, чем это нарисовали, но выглядит интересно. Принесли ложку и вилку специальную для десерта. Чувствуется карамель сверху. К десерту нам подали. У нас был выбор выбрать либо чай, либо кофе. Мы выбрали кофе со льдом. Ну вот и все. Закончился наш ужин. Наелись до отвала. Даже немножко живот побаливает. Время уже ближе к 8. Планируем искупаться в онсене, посидеть, погреться. Ну и уже будем потихоньку готовиться ко сну. Ну, в общем, где-то полчаса я находился в онсене. Просто меня так сильно расслабило, что, не знаю, минут на 10-15 где-то я задремал, просто лежал, кайфовал. Также прикольно, что у нас самый верхний этаж, можно понаблюдать на звезды. Вот лежал, любовался звездами и просто отдыхал. День вот так вот заканчивается. Все, мы уже, в принципе, напарились, наелись. Вот, сейчас будем потихоньку ложиться спать. Поэтому всем спокойной ночи. Увидимся утром. Доброе утро. Это наш завтрак. Сыпла. Кондаке. Ну вот мы позавтракали, вернулись в комнату. Сейчас 9 часов. Чекаут у нас начинается в 12 часов. Поэтому еще есть 3 часа поваляться, сходить еще раз в онсен. И после этого уже будем готовиться выселяться. Также сегодня планируем прокатиться по округе, посмотреть какие-нибудь интересные места.
Ну и уже где-то после обеда будем потихоньку двигаться домой. Планируем добраться до дома ближе к вечеру. Ну вот и все, мы выселились из гостиницы. И сейчас хотим прокатиться в округе, посмотреть, какие есть интересные, красивые места. Сейчас мы находимся в городе Нумазу, недалеко от города Изу. Этот город славится тем, что здесь есть такой большой рынок, который называется Нумазу Ичиба, откуда поставляется выловленная рыба, и там она уже сортируется и направляется в магазинчики и в рестораны, которые здесь находятся. Их здесь просто завались. Как раз мы сейчас направляемся в один из ресторанов, чтобы попробовать кайсен-дон. Кайсен-дон — это рис со свежими морепродуктами, в частности с рыбой. В общем, прождали мы где-то 30 минут, потому что очень много людей. Поэтому наконец-то мы сели. Сейчас определяемся с выбором. Вот принесли нам наш заказ. Я заказал себе это тунец и лосось. Внизу находится рис, а сверху уже сама рыба свежая. Рядом также есть васаби. Подается вместе с мисо-супом. Нам принесли соус, соевый соус для рыбы. Можно либо так вот его полить на саму рыбу, либо налить вот в такую чашечку. Поэтому приятного аппетита. Я полью вот так вот сверху. Так вот поливаешь. Берешь немножко васаби, кладешь на рыбу. И уже можно пробовать. Ну что, пробуем первый кусочек. Рыба очень свежая. Мисо-суп. Сам кайсен получается
И плюс в сет входил бесплатно один напиток и мисо-суп. Здесь небольшой квартал находится, где расположились разные ресторанчики, где можно отведать рыбу. Здесь, смотрите, с правой стороны рыбу продают, ну, уже разрезанную, готовую к жарке. Ее можно прямо здесь же купить. И слева есть специальные такие барбекюшки, где можно пожарить эту рыбу. То есть люди сразу покупают ее и прямо здесь же и жарят. Очень удобно. Здесь можно купить нори в пакетиках и сушеную рыбу. И вон, смотрите, вдалеке виднеются рыболовные суда. Расположились. То есть они выходят в море, ловят рыбу, привозят ее сюда. И вот здесь вот, в этом месте, здесь они разгружаются. Но сегодня, так как праздник, никто не работает. Видите, они все стоят. В будние дни здесь происходит работа каждый день. Поэтому порт очень загружен. В общем, прогулялись мы по рынку, отведали вкуснейших свежих морепродуктов. День прошел отлично, посмотрели на красивые места, очень довольны. К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается, нам пора возвращаться домой. На этой ноте наша поездка в префектуру Сизуока подходит к концу. Надеюсь, вы насладились этой поездкой вместе с нами. Ставьте лайки под это видео. Также не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео. Всем пока.